Я здесь. Вы меня слышите? Поставьте плюсики, кто меня слышит и видит. Угу. Все нормально. Так вот, существуют формы беспомощности такие. Первое, как ничего не делание. Да, это мы не знаем, что делать, и вроде как и ничего не будем делать, просто потому что мы не знаем, что делать. В эту форму ничего не делания входят вот такие понимания, как депрессивное состояние, когда человек ложится, да, лежит. То есть он в такой проблеме живет, эта проблема нагрузилась, он на себя страхами вот этими окружил, и он говорит, я не знаю, что делать, я не знаю вообще выхода, нет никакого, и он лежит. Лежит, сидит, ну там перемещается. Его посещают какие-то мысли, может вообще как бы уйти из жизни, и он начинает так вот страдать и всем говорить, но при этом он ничего не делает, ничего. Следующий момент, смотрите, это сверхадаптация. Вот это тоже беспомощность. Почему? И вы знаете, таких людей, это вечные такие вот хлопотуны, хлопотушки за счастье других. Встречали таких или за собой наблюдали? Вот я сейчас думаю о том, как было бы плохо кому-то, и я ему помогу, потому что у него-то хуже, чем у меня. И мы их прям находим. Мы их прям находим, потому что вот им нужно помочь, их нужно поддержать, и мы хлопочем. У меня много таких знакомых, которые мне звонят и говорят, слушай, вот у меня там какая-то племянница по 7 колену, она там разошлась, вот давай-ка надо как-то сделать, давай с тобой придумаем, как ее привлечь на твою терапию, чтобы она прошла, я даже заплачу, оплачу, и самое главное, это чтобы она дошла до твоего офиса. Ну, это вот такие проявления. Другие проявления. Одна у меня есть такая, которая бежала в 90-е годы. Она вообще любительница очень была таких моментов. Она бежала, увидела очередь, что продают. Продают перец. Ну, это черный перец молотый. А его чуть не было. Я, например, даже не замечала и не страдала, но она покупает перец на всех, так человек на 10 граммов по 500 перца. И приносит мне, говорит, слушай, я перец добыла, вот я тут постояла в очереди, перец добыла. Потом, когда она бежала, увидела, продают гитары. Она сочла, что у моего мужа гитара не очень, надо купить такую гитару. Она ее отложила, прибежала к нам, телефонов же не было, прибежала к нам, сказала, слушай, моему мужу, иди покупай гитару, я тебе там отложила ее. Вот это вот такие люди, которые стараются всем помочь. Тем самым они просто-напросто уходят от решения своих проблем. Потому что в своих проблемах они беспомощны. Они не могут помочь своим детям, они не могут их заставить пойти к психологу, даже если они оплатят. Они не знают вообще, как с ними быть. И поэтому они начинают помогать другим людям, которые их окружают. Следующая форма беспомощности – это ажитация. Такое вот матершинное слово. По-другому это сильное эмоциональное возбуждение, которое наполняется у нас тревогой, страхом, какими-то такими острыми такими моментами, которые дают выброс адреналина. Ажитация от слова ажиотаж. То есть это те люди, которые ходят на пикеты, на собрания, где все вместе, где покричать. Это те люди, которые смотрят у нас передачки Малахова Андрея, вот которые там пусть говорят, да, они сидят дома и тоже там, и вот они готовы выступить, они готовы сказать правду матку, и они вот там с этим народом, которые там тусуются. Это те люди, которые ходят на площади, которые делают революцию. Это вот такой народ. И у нас, кстати, такого народа очень много. Посмотрите, как у нас любят скандальные программы, насколько они пользуются спросом, насколько они популярны. Это тоже форма беспомощности, потому что у себя я ничего делать не могу, я не повзрослел.
Потому что если я буду взрослым, то мне нужно понимать, что нужно что-то делать. А у меня сейчас поход на площадь. Следующий момент – это форма беспомощности, насилия над другими. Это та агрессия, которую выражают люди, ну, это психологическая агрессия, давление, да, такое. Я же не говорю о физическом, тут все понятно. Но и мы, родители, вот сейчас обратите внимание на то, что и мы с вами тоже когда-то, хоть раз в жизни этим страдали. Это тогда, когда мы начинаем кричать на ребенка, не сдержавшись. Кто из вас когда-нибудь хоть раз кричал на своего ребенка? А, ты опять уроки не сделал, да что это такое, да сколько можно? Ну, тут у нас еще могут всякие красивые слова появляться, да. Вот, и от чего мы кричим? От чего родители повышают голос? От чего мы друг на друга повышаем голос? От того, что мы беспомощны. Мы не знаем, что делать в этой ситуации. Есть еще полная пассивность, вот такая форма беспомощности, и она отличается от ничего не делания. Полная пассивность – это насилие над самим собой. Мы как бы бьем себе в морду интеллектом. Ну, то есть мы же все знаем, мы все знаем. Мы везде все прочитали, мы прочитали огромное количество книжек, мы посмотрели кучу вебинаров, но ничего не сделали. Зачем нам это было надо? Задайте себе вопрос. Если вы купили книжку какую-то там по делу, типа, ну, надо же куда-то расти, да, если вы оплатили вебинары, какое-то участие где-то, у вас должен быть результат? Должен. А у вас его нет. Почему? Потому что мы набрали себе кучу информации, а что с этой информацией делать, мы не знаем. И мы остаемся по-прежнему беспомощными. Где тут успех? Нет здесь успеха. Еще одна форма беспомощности – это грандиозомания. И этим мы тоже страдаем. Как мы можем быть успешными и привлечь деньги так, чтобы они за нами бегали, пока мы не просветленные, пока мы не пробудились? Нам же непременно нужно прийти туда куда-то. Это поиск какой-то идеи. То есть вот непременно, ну, сейчас мы пойдем все вот туда, куда все идут, в такое вот направление, такое течение, такая мода. Это те люди, которые следуют моде непременно. Вот нам сейчас это надо, вот прямо вот так вот, чтобы это было. Чтобы была и причесочка, и там глазки, и ушки, и носик, и все это нужно сделать, и это должно подходить так, как это у всех, как это во всем мире. Это следование, ну, такое вот прямо фанатичное следование чему-то. Какой-то, может быть, религии, какой-то направленности, какой-то идеи. И мы тоже этим немного грешны. Да, вот мне, например, сейчас тоже хочется туда. Ну, так, если честно. Немного пробудиться, немного просветлиться, немного еще что-то сделать. Ну, хочется. И на самом деле это вот такое, да, Людмила, это все вот от бессилия, все оттуда же, от беспомощности. Мы стараемся что-то делать, и на самом деле мы не двигаемся никуда.
Это важно понять. Я надеюсь, что вы себе подписали что-то, вот что у вас присутствует, какие вот формы проявления вам мешают. Поставили себе там где-нибудь пунктик, там галочку в своей голове, что это действительно так, вы с этим согласны. Я прошу сейчас поставить цифру 7 тех, кто отслеживает вот, и определяет, в каком состоянии сейчас вы находитесь, на каком уровне своего развития вы находитесь, что у вас есть. Вы там где-то себе помечаете? Поставьте цифру 7, вот кто себя анализирует. Угу. Хорошо. Я еще раз повторюсь, что на первом бинаре было и сейчас. Мне очень важно, чтобы каждый из вас понял, что мы не настолько счастливы, что мы себе придумали это счастье, где мы находимся, на каком этапе, чтобы это вызвало у вас мотивацию, чтобы вы определили завтра, на завтрашнем бинаре, а чем же вы обладаете, а что у вас есть для того, чтобы подпрыгнуть, чтобы сделать какой-то шаг в жизни. Но вы поняли, да? Чтобы его сделать, нужно понять, что его пора делать. И прям не просто пора, прямо вот очень пора. Еще вчера было. Речь вот об этом. Ну и, естественно, сегодня извечный вопрос, да? А что делать? А что нам делать? Так, что-то у меня тут еще какой-то слайдик. Вот, у нас еще я тут маленечко, да, как проявляется синдром приобретенной беспомощности. Вот очень важный такой моментик тоже. И он в литературе, я, правда, не могу понять, как вот он расшифровывается, да, но он читается там в аббревиатуре СПИБ. Очень похоже прямо вот на СПИД. Вот это такое состояние, которое просто нам конкретно мешает. Установки – это только я такой, один. Это только у меня куча кредитов. Это только у меня такие дети вот не очень успешные. Это только я такой неуверенный, я не могу двигаться никуда. Это только я вот в таком состоянии, в котором я сейчас нахожусь. Это только я. Следующий момент, это будет всегда установка. Когда мы что-то делаем, мы делаем сегодня, завтра, послезавтра, нам не помогло, мы говорим, да ничего не помогает. Да, так будет всегда. Всегда я буду что-то делать, рыться, копаться, искать. Что-то находить, говорить, вау, я нашла, нашел. И не сделать тот шаг. И однажды мы себе говорим, да, так будет всегда. Это будет везде следующая установка. Во всех сферах моей жизни. Так плохо. И когда мы приобретаем вот это состояние беспомощности, то это страшно. Мы живем в нем, не осознаем, а мы просто всем ходим и жалуемся. Да, я такой. Да, все так плохо. И жалуемся, и по кругу жалуемся. И ничего не предпринимаем. Я не сделала один очень важный слайд. Слайд, в котором очень важно понять, что все, что мы потеряли, можно восстановить.
Нужно помнить то, что всегда возможно. Мгновенные изменения. Всегда. Те самые чудеса, на которые мы иногда уповаем, но, к сожалению, не получаем. И еще никто не отнимет у нас того, что мы уже имеем. Никто не отнимет у нас нашу память, наш опыт, наши знания. И не будем брать какие-то кризисные ситуации, да, когда по голове палка и все так-то. То есть в обычном, нормальном нашем состоянии. Никто у нас этого не может отнять. У нас это есть. Никто не может отнять того, что мы получили огромное количество информации и можем ей пользоваться. И очень важно понять, что у нас есть ради кого жить. Ради себя. Только тогда, когда вы живете ради себя, вы получаете то, что желаете получить. Не тогда, когда вы думаете, что я буду делать это для того, чтобы что-то там обеспечить детям свободу и буду сидеть с их ребенком. И мне нужно воспитывать непременно внука. И мне нужно быть с моими взрослыми детьми и не давать им возможности, простите, заниматься сексом, когда они хотят. Ездить отдыхать тогда, когда они хотят, со своим ребенком. Мы не даем им взрослеть, потому что мы все время их учим, поучаем, воспитываем. Зачем? И только тогда, когда мы помним, что мы живем ради себя, только тогда мы можем что-то изменить в своей жизни. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их. Людмила пишет вопрос, как изменить. Да? Я пропустила, когда он возник, и переспрашиваю, о чем этот вопрос, как? Как изменить? Мы будем говорить об этом завтра. Завтра будет безоплатный вебинар, еще один. Сейчас я вам покажу анонсик. Вы можете пока не расходиться, потому что после этого анонса сразу же будет у нас розыгрыш того подарка, о котором я говорила. Денежного подарка. И завтра у нас будет вот безоплатный вебинар. Это квантовое сознание и цели. И на этом вебинаре я вам расскажу, мы уже определили, где мы есть, в каком месте есть, как поставить эти цели, что нужно делать. Естественно, что вы это сделаете каждый сам для себя, исходя из той честности, которую вы проявили на прошлом вебинаре и сегодня. Вы поняли, где вы находитесь, и завтра мы с вами будем делать то, что поможет вам определить, куда вам двигаться, ваши ближайшие цели, ближайшие действия, которые вы можете совершить, выйдя из большого того момента проблем, в котором вы находитесь, да, вот всех тех нюансов, о которых мы говорили, в том, что создает ваше поражение. И с пятницы у нас начнется интенсив, это с 25 числа, ну, если все будет хорошо. Пока у нас вот еще сейчас такие хорошие дни для начала нашей деятельности, для закладки вот всех каких-то целей и задач у нас начнется интенсив. Называется он «Маршрут жизни», вы уже слышали это название, и этот интенсив только для тех, у кого есть какая-то реальная проблема. И для тех, кто желает сделать этот квантовый скачок в своей жизни. Ну, прям очень-очень-очень желает. В этот интенсив будет входить 6 вебинаров и 6 индивидуальных консультаций.
То есть вебинары будут проходить каждую неделю. День недели мы определим все вместе, более удобный для вас. И после каждого вебинара будут индивидуальные консультации, в которых мы в обязательном порядке будем прорабатывать вместе, где вы находитесь и что вам делать. Почему я пришла к такому варианту работы? Потому что мы не можем дублицировать кого-то. Мы не можем делать так, как делает тренер. И те, кто был у меня на занятиях, на терапии, тот знает, что посоветовать ничего невозможно. Вы никогда не скажете моим голосом что-то там, да, своим коллегам, своему мужу. Вы никогда не скажете моим тоном. Вы вообще совершенно другие, индивидуальные. И исходя из этой индивидуальности, мы будем строить то, что приемлемо для вас, для вашей конкретной ситуации, строить цели, к которым вы желаете прийти. Чтобы это было действительно скачком, чтобы это было действительно результативно, исходя из ваших условий, способностей и вашей мотивации. Стоимость участия вот этого интенсива, когда 6 плюс 6 равно 8. Вот такая вот сумма, которая парадоксальна, и которая сегодня я себе позволила вот так в внутренней свободе сказать: 6 плюс 6 равно 8. Как у вас, я не знаю, у меня 8. И участие только в групповых вебинарах стоит 3000 рублей. У меня есть специальное предложение для тех, кто сегодня произведет оплату. Ну, интенсив у нас уже практически заканчивается, но сегодня, в течение дня, я предлагаю подарок. Это индивидуальная консультация по разрешению ситуации, не касающаяся темы интенсива. То есть это, возможно, какая-то любая ситуация, которая у вас есть, которая вас беспокоит, которая у вас возникла. Мои консультации, они всегда имеют результат, потому что они являются психотерапевтичными консультациями. Это не просто пережевывание какой-то вашей ситуации, это результативная работа. Поэтому прямо сейчас вы можете выбрать для себя какое-то участие, и вот мой номер карты здесь внизу, перевести ту сумму денег, которую вы желаете оплатить для своего участия. И пока вы остаетесь с этой информацией, мы приступаем к самому приятному такому моменту, который поможет вам сегодня почувствовать, насколько вы удачливы. Кто из вас сегодня сделает тот квантовый переход от своей неудачи к удаче? У нас здесь 17 человек в чате осталось, и я предлагаю поступить следующим образом. Мы складываем вот эту цифры 1 и 7. У нас получается число 8. И под числом 8 сейчас мы спросим у того, кто находится под номером 8 у нас из участников, дату рождения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Майя. Я себя не считаю. Майя, напишите, пожалуйста, в чате дату своего рождения. Я жду. Ага. 19 число. У нас нет 19 участников, поэтому мы еще раз складываем эту цифру и находим участника под номером 10. Себя я исключаю. Считаем вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наталья Мирошниченко. Напишите здесь в чате, что вы есть, и я сразу вам перечисляю денежный подарок в размере 500 рублей. Прямо сейчас. Да, Наташа у нас здесь. Давайте все какими-нибудь там восклицательными знаками поздравим Наталью вот с таким подарком. Наташ,
Я тебе желаю, чтобы у тебя состоялось все в твоем бизнесе, чтобы у тебя было огромное количество партнеров, и эта удача, это вот такой замечательный шаг. Я хочу сказать, что я приношу удачу, когда я с кем-то общаюсь, разговариваю, и у меня есть подруга, когда у нее мало клиентов, я ей звоню, у нее всегда они приходят. Поздравляем тебя от души. Желаем успехов, удачи, и прямо вот в течение сейчас 10 минут после нашего интенсива я перевожу тебе подарок. Ну и так, кто из вас решил... Да, здорово. Кто из вас решил участвовать в интенсиве? Я жду каких-либо сообщений в чате. Я жду, если вы согласились, то готовы перевести вот эти деньги уже прямо сегодня, можете их перевести. Если кто-то думает, раздумывает, вы можете написать мне в чате, в скайпе. Скайп мой... Сейчас я вам обозначу его. Это буква L английская и номер телефона 8 924 628 44 47. Это для тех, у кого нет моего скайпа. Вот, это скайп с буквочкой L. Присоединяйтесь. И если вы желаете что-то там, у вас есть какие-то вопросы, можете написать мне по электронной почте, ответив на то письмо, которое из рассылки, которое вы получаете. Ну, а сегодня мы с вами заканчиваем. Я желаю вам хорошего вечера или кому-то уже спокойной ночи. И мы прощаемся. Я благодарю вас за участие, благодарю, что прямо сегодня у нас были те, кто прорвались, в конце концов, были те, кто еще не прорвался. Но думаю, что завтра все получится. До свидания, до встречи.